Приветствую вас на моем канале. Сегодня свяжем такую прикольную шапочку-буденовку. Мальчишки от нее в восторге. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Вязать я буду на 4-летнего мальчика. Объем головы 50 сантиметров. Вяжется шапочка быстро и легко. Сначала свяжем ушки, затем отворот, затем соединим все воедино. Вязать я буду из мерино бик. Здесь в составе меринос и акрил. Цвет у меня темно-синий, номер 9. На 100 метров 100 грамм. Теплая объемная ниточка. На шапку у меня ушло меньше одного моточка. Вязание начинаем с веревочек для ушек. Набираем цепочку из воздушных петель на крючок номер 5. Я набираю 40 петель. Петель набрала, разворачиваюсь и буду вязать второй ряд в заднюю перемычку. Ввожу крючок в перемычку между петелек с задней стороны нашей косички. Протягиваю ниточку сквозь 2 петли. Снова в перемычку. Вытягиваю петельку, протягиваю ее сквозь нашу предыдущую. Таким образом возвращаюсь к началу по нашей косичке из воздушных петель. Вот такой шнурочек у нас выходит. Я провязала все петельки, меняю крючок на спицу и добираю еще 2 петельки при помощи нашего хвостика и основной рабочей нити. На спице 3 петли. Разворачиваю вязание, беру вторую спицу, первую кромочную снимаю, делаю накид от себя, 1 лицевая, накид на себя. Мы добавили 2 петельки, последняя изнаночная. Разворачиваемся. Кромочную снимаем, провязываем накид за переднюю стенку. Получилась петля с наклоном вправо. 1 лицевая и накид провязываем за заднюю стенку. Получилась петля с наклоном влево. Кромочная, изнаночная. Разворачиваемся, кромочную снимаем, делаем накид от себя, 3 лицевые, накид на себя. Кромочная, изнаночная. Разворачиваемся, кромочную снимаем. Первый накид провязываем за переднюю стенку. 3 лицевые. Второй накид провязываем за заднюю стенку. Кромочная, изнаночная. Еще один раз сделаем прибавочки. Накид от себя. 5 лицевых. Накид на себя, кромочная, изнаночная. Кромочную снимаем. Первый накид провязываем за переднюю стенку. Второй накид провязываем за заднюю стенку. Кромочная, изнаночная. И далее вяжем 6 рядов лицевых. Первую кромочную снимаем, все петельки провязываем лицевыми. Последняя кромочная, изнаночная. Первый ряд провязали. Второй, также все лицевые. И таких вяжем 6 рядов. Ниточку обрезаем. Такое ушко у нас вышло. Аналогично вывязываем второе, точно такое же ушко. Теперь приступаем к вязанию отворота на шапочке. На спице номер 5 набираю обычным способом 20 петель.
Будем вязать платочной вязкой. Разворачиваем вязание. Первую кромочную снимаем. Все петельки вяжем лицевыми. Последняя кромочная изнаночная. Разворачиваемся и также провязываем все петли лицевыми. И вяжем 16 таких рядов. 16 рядов платочной вязкой провязали. Перекину наше вязание на 40-сантиметровые спицы. Будем соединять все наши части в круг. Доберем 3 петельки следующим образом. 1, 2, 3. Затягиваем их поплотнее. Затем присоединяем наше ушко. Провязываем все петельки с ушка лицевыми. Мы соединили переднюю часть шапочки и правое ушко. Переходим на затылочную часть. Добираем 16 петель. Следим за тем, чтобы наборные петельки у нас нигде не перекручивались. Подводим второе ушко и также провязываем все петельки лицевыми. С этой стороны также добираем 3 петли. 1, 2, 3. И соединяем наше вязание в круг. Сейчас у меня на спицах 60 петель. Желательно, чтобы все петельки делились на 6. Будем вязать лицевыми петлями. Провязываем все петельки по кругу. В передней части шапочки. Те 3 петли, которые мы набирали, аккуратненько провязываем за переднюю стенку. Провязываем петельки ушка. Аккуратно провязываем петли затылочной части шапочки. И так вяжем по кругу. И таких рядов, обычных лицевых, будем вязать 20. Примерно половину общей высоты шапочки. Я провязала 20 рядов. Вот что у нас получается. Приступаем к убавочкам. Я довязываю ряд, и мы будем убавлять каждую 9-ю и 10-ю петельку. То есть в ряду у нас будет 6 убавок. Убавочки будем делать петлей с наклоном влево. 9-ю снимаем, 10-ю провязываем, накидываем на нее 9-ю. Снова вяжем 8 петель. Девятую снимаем, 10-ю провязываем, накидываем на нее 9-ю. Так до конца ряда.
Я довязываю ряд. Последняя убавочка у меня. Следующий ряд провязываем без убавок. Все петельки лицевые. В следующем ряду у нас снова убавочки. Убавлять будем уже не 9-ю, 10-ю петлю, а 8-ю и 9-ю. 7 петель провязываем. Восьмую снимаем. 9-ю провязываем, накидываем на нее 8-ю. Снова вяжем 7 петель. Убавляем 8-ю и 9-ю. И так до конца ряда. Следующий ряд у нас снова без убавок. И так будем чередовать ряд с убавками, ряд без убавок, пока на спицах у нас не останется по одной петельке с каждого клина. То есть 6 петель. У меня последний ряд с убавочками. Осталось по 2 петли в каждом клине. Провязываю их вместе с наклоном влево. Снова делаю убавку. 4-й клин. Пятый. И 6-й. Перенесу все петельки с круговых спиц на прямые. Такая симпатичная буденовка у нас уже выходит. Осталось связать кончик. Будем вязать по кругу 3 ряда обычными лицевыми петельками. С первой спицы провязали 3 петли, со второй. Это первый ряд. Второй ряд. И третий. Далее провязываем 3 петельки вместе с первой спицы, 3 петельки вместе со второй спицы. Вытягиваем петлю, отрезаем кончик. Вставляем в иголку широким ушком и пропускаем сквозь наши петельки. Вводим ниточку наизнанку. Такой милый хвостик у нашей буденовки получился. Вводим ниточку наизнанку, закрепляем, прячем все хвостики. Теперь пришьем отворот. Этой же ниточкой с изнаночной стороны, пропуская сквозь петли, закрепляем наш отворот по периметру. Затем отправляем шапочку стираться. Стираю я в машинке на режиме ручной стирки. Сушим на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Вот наша шапочка после ВТО. Ниточка раскрылась, петельки выровнялись. Никогда не пропускайте ВТО. Ваши изделия после него преобразятся. У меня есть вот такие нашивки. Заказывала я их на Озон. Прикрепила на шапочку при помощи утюга. Такая классная шапка у нас получилась.